Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп неделя с 15 по 21 января. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. У нас сегодня колода, называется Таро языческих кошек. И художница, которая прорисовала эти изображения, она постаралась передать именно действие или наоборот бездействие, но по этим картам легко сориентироваться. Правда, что же нам карты рекомендуют делать? И знаете, это очень добрая колода, поэтому я искренне надеюсь, что вы, несмотря на общий прогноз, вы сможете переложить свою ситуацию на образы карты и подсказку какую-то вы получите. Первую карту, которую мы с вами достанем, будет традиционно называться «Что важно знать?» или ориентиры какие-то на неделю, что у вас будет в приоритете, настроение в целом на неделю для вашего знака зодиака, как видят карты. Что важно знать? Неожиданности или чего не избежать. Чему сейчас не время, по мнению карт? Что может помешать? А что будет помогать? Хорошо, две карты получилось, оставляем. Или что будет радовать? Что скрыто? Тоже одна карта, нам прямо торопилась, ладно. По основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Энергия денег для вас, мои дорогие козероги. И личная жизнь. Ну, наверное, по две карты не случайно выпало 21 числа, это на воскресенье выпадает. Из вашего знака зодиака уходит Плутон, он переходит в знак Водолея. И он где-то вас не будет беспокоить до сентября. В сентябре он может еще сделать небольшой реверанс, как будто заключительные какие-то аккорды вы расставите по местам. Может быть такое. И уже с ноября окончательно обоснуется в знаке зодиака Водолей. Итак, что же на неделю для вас важно знать? Ну, тут, правда, наверное, как по Плутону. С одной стороны, встречаем все новое, возможно, все. И Плутон, переходя в знак Водолея, а кто-то из вас может прочувствовать, вы-то как раз за, вот, наверное, даже с понедельника, а может быть, для кого-то из вас, это уже вот этот процесс, когда вы чувствуете что-то гнетущее, тяжелое, оно как будто, может быть, так мало-помалу, но оно отступает. И это нулевой аркан, аркан Шута, аркан новых начинаний, аркан вообще жизни с чистого листа. Это когда мы сами себе режиссеры в хорошем смысле. И какую-то новую историю собственной судьбы мы можем написать. Старший аркан, он проиграется у каждого в своей сфере жизни. У кого-то это возможности по работе, у кого-то это вообще новая сфера деятельности или новые способы заработка. У кого-то, мои дорогие, это личная жизнь. Но все же не забываем, да, мы говорим про образы карт. И у нас показан код, который находится на краю обрыва. Он гонится за бабочкой. То есть действия его таковы, что он с вожделением смотрит на эту бабочку, он чем-то заинтересовался. А в мыслях у него какие-то радужные мечтания. Он себя представляет на подушечке, рядом миска молока, солнышко светит, ничего не предвещает опасности. И между тем кот находится на краю обрыва. То есть не делать, наверное, чего-то себе во вред, мои дорогие козероги, где-то не зазеваться. Должна быть согласованность между мыслями, между действиями и между тем, что же вокруг вас происходит, кто вас окружает, какая обстановка на данный момент. Вот эти три составляющие в течение недели нельзя из ракурса внимания просто упускать. Но здесь, правда, жизнь с чистого листа, избавление от каких-то, ну, может быть, и страданий или от какой-то прежней гнетущей обстановки, ситуации. Тут можно развернуть колесо собственной истории на 180 градусов. Вот у вас такие возможности. Неожиданности – это старший аркан, значит, вам что-то будет как будто помогать, понимаете? Может быть, это удачное стечение обстоятельств, может быть, это какой-то человек в вашей жизни появляется, может быть, мои дорогие козероги, труженики, вы очень настойчивые люди, и те сильные люди, те, которые умеют себя где-то, если это необходимо, вот как сжать в кулак.
Но для вас все-таки пауза какая-то. Пауза вот в этой, наверное, напряженности, мои дорогие. Правда, посмотрите, в неожиданностях вам выпадает старший аркан императрица. У вас статус меняется, у вас жизнь меняется. И что такое аркан императрица? Даже если мужчина меня смотрит, в первую очередь это значение нового «я». Конечно, это карта власти, но власти более доброй. Когда при умелом взаимодействии с окружающими для нас нет ничего невозможного, тут действительно. И у кого-то это проиграется в личной жизни, почему нет? Запросто такое может быть. Тем более днями раньше 11 января у нас волшебное новолуние. В это новолуние, ну или тоже плюс-минус несколько дней от 11 января, с нами могли произойти метаморфозы в личной жизни, как с вами самими, так и в отношении вас. Это, может быть, было какое-то знакомство, причем которому вы могли не придавать серьезного значения, и вдруг у человека появляется интерес с вами дружить, познакомиться поближе, узнать вас получше, и какая-то личная история может получить как будто новое вдохновение. Дважды, наверное, мои дорогие, потому что Плутон-то как раз выходит 21 числа, а 24, это еще на следующей неделе, войдет в знак зодиака ваш, мои дорогие Козерога. Сейчас уже с 4 января там находится Марс. И это не тот посыл, импульс, который сам по себе Марс. Нет, это более продуманный Марс. Это наш оптимизм и вдохновение, как переложить на какие-то конкретные материальные рельсы, будем говорить так. Более выверенный Марс с точностью, с какой-то миллиметровой, да, как будто мы не должны себе навредить, и мы не должны упустить какого-то шанса. Но все же, Марс – это мужское начало. Так вот, 24-го ваш знак зодиака еще и войдет Венера. В вашем статусном знаке, мои дорогие Козероги, две гендерные планеты – Марс и Венера. И вот вам аркан императрица. У кого-то это проиграется, правда, в личной жизни. Какая-то история, как будто, ну, как с чистого листа именно по личной жизни. У кого-то из вас, может быть, даже для тех, кто в паре, какие-то новости или какие-то благополучные события. Для кого-то из вас, мои дорогие девочки, вы узнаете, что я жду ребенка, такое может быть вполне. А для кого-то это дела, работа, бизнес, правда, обустроить тут что-то для себя или решить какие-то вопросы по поводу финансов. Ведь аркан императрицы – это еще и благополучие в целом, благополучие по всем направлениям. У вас два старших аркана. Шикарно, мои дорогие. Давайте посмотрим, чему сейчас не время. Не время вспоминать былое. Вот посмотрите, сидит бедный грустный кот. И, в принципе-то, ведь все спокойно, все хорошо. Пятерка кубков. Но есть те разочарования, которые были в прошлом. И как будто они его не оставляют. Он сидит и горюет по поводу 3 разлитых кубков, а за спиной 2. И 2 полных, и его действия развернуться, оглянуться как будто, да, и вот эти 180 градусов и увидеть свои возможности. Чему сейчас не время? Хандре, мои дорогие. Какой-то, ну, депрессивному настроению или какой-то апатии. Вот этому всему не время. У вас на пороге шикарные возможности. Ну, наверное, принимаем новое. И Плутон, если в вашем знаке это было тяжеловато, а в Водолее это ведь знак свободы, знак творческого самовыражения и каких-то, знаете, новых вариантов для того, чтобы осуществить свою мечту. Да, Плутон в Водолее нас будет очень долго, 20 лет, радовать какой-то турбулентностью. Может быть, какой-то вихрь совершенно неожиданных событий. Но научиться, наверное, играть по новым правилам. Или, даже если это чужая игра, все равно свои какие-то козыри найти, либо выиграть той картой, которая есть. Вот и у нас это получится, если мы будем подмечать вот все те 3 направления, или скажите 3 составляющие, когда и мысли, и действия, и обстановка должны быть связаны воедино. Но не место хандре. А что вам будет помогать, что будет радовать?
А вот что будет радовать? Есть, правда, не случайно у вас аркан императрицы, решить какую-то финансовую ситуацию, уйти раз и навсегда вот от этой пятерки, как и кубков, так и пятерки пентаклей. Будет радовать то, что новые возможности открываются. И эти возможности у кого-то из вас, посмотрите, тройка пентаклей, ведь это всегда карта прогресса, мои дорогие, и обучение. И как раз у нас 3 кота, и один как будто обучает 2 остальных, как ловить мышь, наверное. Вот для вас буквально поймать удачу за хвост какую-то будет тоже важно. Но и так, если в целом по тройке пентаклей мы приобретаем новые знания, открытые миру, и в последующем эти самые знания мы применим на практике, и для нас это будет означать как финансовый приток какой-то, да, или повышение нашей экспертности, или востребованности на рынке труда. Для кого-то из вас буквально вы заканчиваете, может быть, курсы, учебное заведение, и в последующем это ваш новый статус какой-то. По тройке пентаклей деньги тоже есть такое в рост, и поэтому нам и говорят карта прогресса. Для кого-то из вас это может означать еще это значение как бы карта экзамена. Так вот, у кого-то экзамен непосредственный в реальной жизни, вы по прохождению заведения какого-то заканчиваете или курсов, сдаете этот экзамен. А для кого-то из вас, мои дорогие козероги, неважно какого вы возраста, вы сдавали жизненный экзамен, пока был Плутон в Водолее. И вам это помогло. Вас, ну, тяжелый мог быть период достаточно для многих из вас или сложный, но вы теперь настолько закаленные какими-то превратностями, какими-то, может быть, минусами, что если эти или этот опыт, мои дорогие козероги, переложить на вашу силу, то перед вами нет ничего невозможного. Вот абсолютный прогресс. Это будет радовать. Вы сейчас в самом начале своего прогресса. Что скрыто? Вот смотрите, ваша задача, да? Тройка мечей. Это всегда какая-то прежняя ситуация, это не новое, это как раз те разочарования, которые еще, как бы ситуация-то закончилась. А осадочек еще остался, он еще вас где-то держит. Это не то, что скрывают от вас. Нет, это, кстати, может быть, как тот человек, с которым у вас не получилось найти взаимопонимание. Или тот человек, который предал. Или тот человек, который вам добавил как раз этих негативных эмоций, на этой неделе о себе напомнит, может быть. Но для вас уже по тройке мечей это карта здорового равнодушия, когда тоже его величество опыт, тот опыт, который со знаком минус, нас не просто сделал сильнее, а мы не откликаемся эмоционально. Нам ведь всегда что мешают? Эмоции. А если мы их уберем, останется ситуация. А если мы ситуацию переведем в опыт, то мы становимся сильнее. И вот вторая карта. Обратите внимание, какая прорисовка. Котик очень милый. Это у нас паж кубков. Как будто на черепахе. Выплывает. Он выходит сухим из воды, мои дорогие. И вот для вас что скрыто? Для вас надо выйти сухим из воды. Если есть какая-то разочаровывающая ситуация, оставьте ее позади. Для кого-то из вас это может означать, правда, в личной жизни какое-то предложение. Поэтому, знаете, как скрыто. Вы можете сами анализировать какой-то прежний отрицательный опыт и себе говорить: я больше не хочу такого повторения. Вас действительно какой-то опыт научил не рисковать собой, или не рисковать своим положением, или, может быть, не доверять. Если состоялось какое-то недавнее знакомство, то не открываться сразу человеку. Ведь проходят приятные эмоции, комплименты, признание в любви, по пажу кубков, да, это все проходит. Но это не то, что мы можем как-то переложить на длительный период времени. Или карта нам не говорит, что это что-то надежное уже теперь. Может быть, так оно и произойдет, но об этом мы узнаем позже. А вот на данный период времени просто нас призывают наслаждаться моментом и выходить сухим из воды. Все, радостных эмоций, кстати. Что скрыто? Ну, вот здесь есть как и положительное что-то. Это ваши где-то могут быть чувства, мысли.
И есть тот отрицательный опыт, который нас немножко останавливает от поспешных действий. Дела, работа, бизнес, давайте посмотрим. Ну, шикарно, правда? Не случайно карта императрицы. Десятка пентаклей, вопросы благополучия. У кого-то вопросы согласования или само по себе, знаете, как понятие недвижимости может быть с переездом у кого-то связано, или со сменой жилья, или с оформлением жилья. По десятке пентаклей проходит наше имущество тоже, потому что значение, опять же, как на части по императрице, благополучие, ну и деньги, ну где-то и те вопросы, каким образом к нам приходят деньги. Здесь, как ни крути, ну вот имущественно финансовая сторона для вас будет в приоритете, потому что это основа нашей жизни. Материализм, как ни крути. И где-то в этих энергиях вам карта настоятельно рекомендует быть дважды, трижды, как и не уводить себя, ну, где-то не одевая розовых очков, чтобы не оступиться, да, так и глубокую философию по тому уже, что произошло, случилось, или по каким-то разочарованиям, перевести в Его Величество опыт, который нас делает как и мудрее, так и сильнее, мои дорогие. Прекрасная карта. Что по деньгам? Хотя нам уже все сказали, и у нас прекрасная карта тоже, посмотрите. Это у нас королева жезлов выглядит в этой колоде вот именно так. Прекрасная кошечка находится на подушке, и ничто не предвещает каких-то, ну, или турбулентностей. Она уверена в себе, и она никуда не торопится, мои дорогие. Что отличает королеву жезлов? Она умеет хранить секреты, тайны, свои и чужие. Она обладает большим магнетизмом, с ней хочется дружить, с ней хочется общаться. Может быть, вы будете в таких энергиях, но королева жезлов правильно распоряжается финансами, поэтому она очень удачлива в деньгах. И в том значении, что мы сказали, умеет хранить тайны, где-то умеет хранить молчание, умеет работать с информацией. И у вас в вашей жизни на этой неделе может быть много людей, может быть и новые какие-то знакомства, или в целом социум может вокруг вас тоже меняться. И повышенное внимание к вашей персоне может быть оказано. Но вам, как будто говорят, по части денег никому ничего не говори. Сохраняй свой статус, анализируй все то, что ты услышишь, и беспристрастно принимай решения. Но деньги будут. Но тут как будто по королеве жезлов есть варианты очень удачно решить финансовые вопросы. Или на будущее себе какую-то финансовую стратегию заложить. В личной жизни, правда, вот будьте жадинами. Вот эта карта жадины, я ее так называю, четверка пентаклей. И в этой колоде вот точно жадина. Милый котик, который на тумбочке, а там, видимо, его сокровища. И он так их, эти сокровища, придавил своим телом. Ничто не ускользнет. Но он сам абсолютно спокоен. Но в то же время он очень наблюдателен. Он лежит на мягкой подушечке, ему очень комфортно, но он ни с кем ничем не собирается делиться. Вот, наверное, в контексте карты императрицы для вас сейчас очень важно сохранять как свой статус, как свое финансовое положение, как вообще каждое действие должно быть выверено из расчета на пользу самому себе. О себе подумать, мои дорогие козероги, как и в отношении будущих планов, как и в отношении обстановки вокруг вас, где-то не зазеваться и не устроить себе какую-то глубокую философию. Выйти, может быть, из какой-то разочаровывающей ситуации, если вы принимаете решение, или из каких-то, ну, может быть, даже компрометирующих моментов, выйти сухим из воды. У вас есть такая возможность. У вас есть возможность и получить деньги, и как эта неделя удачно сделать ее, так и вот этот статус, вот эти начинания, что-то для себя запрограммировать на будущее. Будьте жадинами, будьте где-то больше прагматиками. И Пентакли ведь это стихия Земли, поэтому вы находитесь словно в своей стихии. Само пространство, время, Вселенная вам будет помогать. В каких нужно вопросах, как будто открывать зеленый свет, да, свободную улицу. А если есть те вопросы, которые словно, ну вот знаете, мы упираемся в какую-то стену, скорее всего, нам туда и не надо. Вот подумайте об этом, вам главное вперед сейчас, но не подвергая себя
риску. Вот такие возможности, вот такая замечательная неделя. Мои дорогие козероги, перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.